Привет, 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 господа и дамы, с вами Морж, продолжаю прохождение мода Лабиринт на Сталкер Зов Припяти. Ну и, собственно, мой персонаж, он же фанат, спустился в подземелье под деревней новичков, и ему интересно ломануть здесь какой-то кодовый замок, собственно, дешифратором. Вот он, замок есть. Так, замок класса Б, подключить декодер к замку, давайте. Подключаем декодер к замку. И, собственно, взламываем, будем смотреть, что там спряталось-то под кордоном. Я думаю, что-то интересное. Волчара со мной идти не захотел, сыкло ебаное. Ну вот, буду, значит, в одну каску все тащить. Так, уничтожить на... Ёб! Охренеть! И тут сразу наемники. Хорошо, что я калаш и отчинил и взял с собой, называется. Как-то вы резко начали, ребята. Где вы? Ой, сука. А то, что они в экзах, блин, а я в костюме из кабаньей жопы. Это нормально? Так, два еще, да? Еще два, ну один. Ну, добейся. Еще два. Ой-ой-ой, вон видел. Так, переговорить с раненым. Ага, его нельзя было добить. Ну, зато дроп. МПшка. Ой, чё-то как-то наемники тут бедные. На дроп. Я-то думал, они хотя бы с хорошими натовскими стволами. Не, экзоскелеты, блин, ребятам выдали, а МПшки и все. Кстати, не помню, в каком моде. Дверь заблокирована. Подземелье под болотами. Класс замка А. Ага, у меня дешифратор, который Б открывает. Класс замка А. Не стреляй! Не стреляй, пожалуйста! Подожди, не стреляй, сталкер. Если дашь слово, что сохранишь мне жизнь, то я расскажу тебе все, что знаю. Согласен, даю слово, валяй. Я само внимание. Мы пришли из лаборатории X14, которая расположена под болотами. Задача группы была дождаться Сиплова с электронной отмычкой замков, которую наш человек сумел переправить из-за периметра зоны отчуждения. После встречи с Сиплым отряд должен был продолжить путь через лабораторию X9 и выйти на поверхность в районе свалки. Там у нас расположена вспомогательная база. После небольшого отдыха нам следовало двигаться на Агропром, а уж оттуда, используя декодер через систему коллекторов, мы попали бы в мертвый город. Вот и все, что я знаю. Да, не густо. Что вы делали в лаборатории X14? Ничего, просто использовали ее как безопасный путь с болот до кордона. Лаборатория пуста, никаких признаков жизни. Прошли ее и вышли сюда, на точку сбора. Код замка двери в лабу X14 знаешь? Я недавно в зоне, поэтому мало что знаю. Вернее сказать, мне мало пока что доверяют знать о нашей группировке. Код двери знал Отмычка, но ты его только что грохнул. Так что, как говорится, Отмычка унес свою тайну в могилу, и здесь я тебе уже ничем не помогу. Понятно, код от двери лаборатории X9 ты, наверное, тоже не знаешь. Не знаю, но его знал Сиплый. Его здесь мы и ждали, но вместо Сиплова появился ты, что стало большой неожиданностью, по крайней мере для меня. Из разговоров коллег по оружию я понял, что код замка в лабу X9 совпадает с кодом сейфа, из которого Сиплый должен был забрать посылку. Сиплый и должен был открыть дверь в лабу X9, но этот код у меня есть. Отличная новость, но теперь главный вопрос. Зачем наемникам понадобился декодер замков? Я точно не знаю, но краем уха слышал, что при помощи декодера можно открыть замок в какую-то лабораторию. По-моему, в X11. И это очень важно для душмана. Кто такой душман и почему это так для него важно? Главарь наибольшего отряда наемников. Численность отряда около 30 единиц. Ведет свою игру в зоне отчуждения. И важно, что для него... А важно это для него, потому что первое, из лаборатории можно опять же через систему коллекторов попасть в Припять, минуя выжигатель мозгов. Второе, в самой лаборатории, думаю, есть чем поживиться. В ней вроде как разрабатывалось плазменное оружие для уничтожения мутантов зоны. Ходят байки, что один выстрел из этого оружия способен уничтожить все живое в радиусе 300 метров. Я думаю, что цель душмана это получить прототип этого оружия. А уж как он его хочет использовать, это ему одному только известно. Ну, как бы, блин, в Сталкере нет подобных стволов. Это что, БФГ из Дума? Интересно, а сколько может стоить такая пушка? Я думаю, не меньше миллиона, а может и больше. Так что душман знает, за что борется. Ты знаешь, где расположена лаборатория X11 и как в нее попасть? Где-то между мертвым городом и Припятью. Попасть в лабу из Припяти не получится. Дорога проходит через выжигатель мозгов, а его не пройти. И все же попасть в нее можно через систему коллекторов, берущих начало под мертвым городом. Это и хочет, получив декодер, сделать душман. Последний вопрос. Где вход в систему коллекторов под мертвым городом? Где вход под мертвым городом расположен, знает душман. Не слышу, повтори. Вот так вот. Взял, сам загнулся. Поговорить с волком. Ладно, МПшки соберем, толканем
Ну, тут они, блин, все, правда, в таком дрочевом состоянии. Ну, хотя бы патронов наберем. Что уже, в принципе, неплохо. Так, это моя МПшка, да? Пистолеты тоже разрядим. Ну, хоть с патронами более-менее. Так, у тебя что интересного про хвост? Ничего у тебя интересного. Какие-то ящики. Замок класса А. Тут везде замки класса А. И вход в лабораторию. Ёлки-палки, волчара, ты-то что забыл? Ты же сказал, что сыкуешь и будешь ждать меня наверху. Я все слышал, в пересказе нет необходимости. Ля ты крыса. Судя по тому, как горят твои глазки, я вижу, что ты явно что-то задумал. Волк, это же шанс. Проникнем, используя декодер в лабу, заберем пушку и впарим ее до хоть тому же душману. Все, не нужно рисковать жизнью, лезть в аномалии за артефактами. К черту исполнитель желаний. Можно рискнуть один раз и все, прощай зона. Жизнь, как говорится, удалась. Свалим из зоны на большую землю. С такими-то деньжищами заживем. И это будет не просто жизнь, это будет настоящая Акуна Матата. Все это, конечно, заманчиво, о чем ты говоришь, но как ты в этой снаряге со своей пуколкой хочешь отправиться вглубь зоны? Так немедленно гони мне ключ от двери обратно. Да пожалуйста, забирай, все же я не понял, что тебе не понравилось в моем плане. Поднимаемся на поверхность, там тебе все и объясню. Хорошо, поговорим на воздухе. Ну, пошли. Чем им моя снаряга не устраивает? Ну, блин, заря из жопы вепря. Ну и калашников. Ну, а шо еще надо? Или сейчас мне волк скажет, так, иди ищи экзоскелеты минимум. Ох, ну, в принципе, если скажет, будем искать, что еще остается. Вот, но пока интересненько развивается сюжет. То есть под кордоном, под болотами, везде, короче, есть подземные коммуникации. Судя по всему, по этим подземным коммуникациям очень немало придется побегать. Ну, посмотрим. Кстати, по-моему, первый мод от ребят, которые сделали этот, как раз про подземные коммуникации был. Настроение хуже не бывает. Да, настроение хуже не бывает. Ну шо, волчара? Так. Ну давай, рассказывай, чем тебе не нравится мой план. Ну, во-первых, я не верю ни одному слову из сказанного наемниками. Для того, чтобы спасти свою шкуру, он бы тебе еще и не то бы наплел. Например, мог бы тебя и про корабль пришельцев рассказать, но отмычка была бы нужна, чтобы взломать двери и проникнуть внутрь корабля. Или... Ладно, понял, с этим согласен. Ну а что во-вторых? Во-вторых, если то, что он тебе насвистел, это правда, то для похода вглубь зоны нужны соответствующая экипировка и оружие. И покруче того, что есть у тебя. Чем тебе не нравится мое оружие? Отличный автомат, пробивает даже. Монстры, фанат, монстры. Я думаю, ты же слышал из рассказов бывалых про таких зверей, как кровососы, бюреры. Слышал, возможно, ты и прав. Ну хорошо. А вот если бы ты решил идти вглубь зоны, то что бы ты взял с собой? Первое, это бронекостюм военных. Офигительная штука. Хорошо держит удар, прочность на высоте. Второе, это шлем с ночным видением. По мне, так без такого прибамбаса ночью в зону лучше не соваться. Третье, конечно же, пулемет. Отличная машинка против монстров. Четвертое, пару артефактов на пояс для защиты от радиации и для борьбы с усталостью. Вот примерный мой, так сказать, джентльменский набор для похода вглубь зоны. Ну и, конечно, медикаменты на случай. Стоп, я... Уже этого достаточно, чтобы отказаться от похода. Где я все это здесь на кордоне найду? Сходи к Сидоровичу, поговори с ним, может он тебе что и подскажет. Но повторяю, сунешься вглубь зоны с тем, что у тебя сейчас есть, ты труп. Короче, ключ от двери в подземелье получишь, как только я увижу, что ты готов к походу. Послушай, дружище, вот умеешь ты своей продуманной башкой испортить любое дело. С тобой вообще каши не сваришь. Как говорится, в тебе полностью отсутствует дух авантюризма. Ладно, поболтаю с Сидоровичем. Если он не надоумит меня, где все это барахло достать, то реально придется отказаться от этой затеи. Ну, бронекостюм военных я бы на самом деле не брал. Я бы взял Севу. Вот, пулемет я бы тоже не брал, потому что он тяжеленный, и патроны на него тоже весят до хрена, с ним особо не побегаешь. Я бы ограничился дробовиком, чем-нибудь типа Спаса, вот, и, ну, что-нибудь валить людей. Да хоть калаш, блин, с прицелом. Так, Клык, здорово, фанат, как жизнь молодая. Шо, тот самый Клык, который из группы Стрелка? Вау, какие люди, здоров, брат, жизнь течет помаленьку, давненько ты к нам не заглядывал. На то были причины, фанат, но сейчас, как видишь, я снова здесь. И я думаю, не случайно, ищешь кого-то, только скажи, я всегда готов помочь брату. К Сидоровичу пришел прикупить кое-что хотел, а насчет помощи ищу кое-какие радиодетали, случайно не попадались? Ты же знаешь, Клык, что я в радиодеталях разбираюсь так же, как в балете, то есть хреново, но зато я знаю, где их можно найти, у диггеров, что на свалке ошиваются. Так, вот и Сидорович мне посоветовал двигать на свалку. Похоже, что выбора нет. Хошь не хошь, а придется навестить это бандитское логово. Так это, Клык, походу-то проход-то на свалку закрыт. Аномалия, чтоб ее прям в проходе.
Я знаю, просто пойду северо-западным маршрутом. Безопасную тропинку я давно приметил. Так что думаю, что проблем не будет. Вот только передохну полчасика в деревне и уже потом буду выдвигаться. Отчаянный ты. Но удачи тебе на свалке. И чертовски рад был тебя видеть, Клык. Надеюсь, что еще увидимся. Клык, вы куда стрелка проебали, а? Где стрелок? Эй, не знает. Не знает он, где стрелок. Ну шо, Сидорюха, привет. О, патроны на калаш еще и бронебойные. Пойдет. Тут явно ничего нет. Здорово, рад тебя видеть. Ой, и не говори. Так, давайте начнем с торговли. То, что можно продать, продаем. То, что нельзя продать, не продаем. Как бы логично. Так, пистолеты тоже мне нахрен не нужны. Одну МПшку, наверное, стоит оставить. Хотя тут... Не сказал бы, что у Сидоровича хороший набор чего-либо. Ну, это хотя бы продадим. Так, наверное, на самом деле огненный шар тоже можно продать. Я его юзать не буду, и радиации он много. Скорее всего, он мне не пригодится. Так, бывай пока что. Значит, МПшки вот эти не продаются, и пистолеты не продаются. Оставим их здесь. Водки 2 бутылки. Не надо мне столько. Колбасы 3 мне тоже не надо. Патроны на вал тоже мне пока не нужны. Таблетки. Ну, ладно, они весят фигню вообще. Вроде по патронам все более-менее. Хотя ту же МПшку можно вообще, в принципе, нахрен продать и пользоваться калашниковым. Главное, патронов закупить. Отсоединить глушитель, разрядить. Кстати, глушитель на калаш можно присобачить, не? Не, на калаш присобачить глушитель нельзя. Ладно. Так, торговля еще раз. МПшку продаем. Ну, патроны пока продавать не буду. Вроде еще веса хватает. Вдруг пригодится. Так. Сидорович, ты все знаешь, старый купи-продай. Короче, я тут решил одно дело замутить, и мне нужна твоя помощь. Дело, говоришь? Валяй, рассказывай. Правда, сразу говорю, что любому делу есть цена. Потянешь цену, получишь помощь. Договорились? Договорились. Теперь слушай внимательно. Мне нужно позарез достать пулемет, шлем с ночным видением, броник военных, ну и пару крутых артов на пояс, снежинку и пузырь. Сможешь помочь? Ни хрена себе у тебя запросы, парень. Астон Мартин тебе не подогнать к бункеру, Джеймс Бонд хренов. Сидорович, я ведь не шучу, послушай. Я хочу отправиться к центру зоны. Снаряга и оружие нужны реальные, а не вот это вот барахло. Да ты что, какой центр зоны? Многие ходили к центру, только не возвращался никто. Единственная дорога проходит через выжигатель мозгов, а как его обойти, никто не знает. Да и узнал бы кто, разве стал бы об этом говорить? Вот представь, нашел ты пещеру Аладдина, и что, всем рассказывал бы тут же? Ха-ха, не смеши, мы с коллегами, ну, другими торговцами, давно пытаемся найти способ пройти за выжигатель, только пока ни одной зацепки, вообще ничего. Сидорович, я знаю, что через выжигатель мозгов не пройти, но ведь есть и другой путь, подземный. И уж тут выжигатель мозгов остается вне игры. Предлагаю тебе сделку. Ты поможешь мне подготовиться к рейду в центр зоны, а я по возвращению и в случае удачного предприятия расскажу тебе, как можно будет попасть, используя подземные коммуникации из зоны. А ты не врешь, парень? Вот, сам посмотри, это карты подземелий зоны, правда рукописные, но похоже, что тот, кто их рисовал, знал, что делал. Так, и что мы тут видим? Смотри, здесь под кордоном есть какая-то лаборатория. Дальше тоннель ведет к следующей лаборатории, что под темной долиной. От нее снова тоннель, ведущий под мертвый город. От мертвого города тоннель ведет прямо в Припять. А вот это уже интересно. Смотри, что у меня есть еще. Это электронная отмычка. Открывает двери с электронным кодовым замком. Это те двери, которые установлены в подземных лабораториях. Есть отличный шанс проверить легенду о подземном пути в Припять. Если не веришь, что эта штука может взламывать замки, то можешь спросить у фургона. Это именно то, что позволит мне пройти выжигатель мозгов под землей. А это что-то новенькое, под землей пройти выжигатель мозгов. Честно говоря, мы с коллегами об этом даже не думали, так как есть только легенда, и подземного пути в Припять не знает никто. Если не врешь с декодером, я это проверю, то эта сделка мне по душе, почему бы и не проверить легенду. Рискуешь ты, а выгоду в случае успеха получу я. Значит так, выполнишь для меня одно задание, считай, что сделка между нами заключена. Это даже не задание, а больше похоже на испытание. Но ты войди в мое положение, я же должен понимать, в кого я вкладываю свои деньги. Я не против, Сидорович, испытания так испытания. Тогда слушай внимательно. Сталкеры, ну те, что поопытнее тебя, мне рассказывали, что иногда видели, как после выброса в воздухе образуются аномальные пузыри. Здесь на кордоне пузырь появился недели 2 назад в районе железнодорожного моста. Я даже знаю, где он. Природа и предназначение этих пузырей совсем не исследовано. Известно только, что если сталкер попал в такой пузырь, то происходит его телепортация в какую-то точку зоны. Но зачем происходит эта телепортация именно, почему в конкретную точку, непонятно. Попробуй разгадать эту загадку. Разгадай, считай, что прошел испытание и доказал мне, что ты чего-то стоишь. С момента последнего выброса уже прошло почти 48 часов. Я думаю, шанс предоставится скоро.
Ничего себе испытание, но я упрямый. Я попробую тебе дать все ответы, Сидор. Такс, дождаться выброса. Ну, прикольно, дождаться выброса. Там мне просто нужно... Удачи! Мне нужно поспать, чтобы выброс долбанул. Ну, в принципе, и так темно. Как бы ночью по зоне особо не пошаришься. Давай, может, с волчарой надо поговорить? Волчара. Встречает сталкер своего Бывай. старого друга. Не хочет волчара А со тот мной помятый разговаривать. весь, фингал под глазом. Ну, значит, надо идти спать и до утра. Клыкец. Так. Спальник где? Какой из спальников работает? Ага, диван работает из спальников. Ну, до 8 утра можно спокойно и отдохнуть. Надеюсь, за ночь выброс будет. Иначе придется еще спать. Нет, выброса не было, судя по всему, потому что сообщения нет, что, типа, в зоне прошел выброс. Ладно. Интересно, просто если я сейчас еще раз посплю до 8 утра, я не загнусь нахрен от голода? На всякий случай сохранюсь. Значит, еще раз спим до 8 утра. Потому что сейчас я поспал реально... Так, сборы в дорогу, отыскать аномальный пузырь, вот. То есть, вот все-таки выброс произошел, и я не загнулся, что тоже уже неплохо. Так, хлебца затоптали. Еще одного хлебца затоптали. Ну и погнали искать пузырь. В принципе, я догадываюсь, где он. Скорее всего, на ЖД мосту, там наверху. Но обычно он там как бы был. Ой, мне бы прицел, блин, на калаш. Хоть какой-нибудь. Ничего нету. Ничего нету, ладно. Погнали к мосту. Раз уж так. Можно, в принципе, и в аномальные зоны заглянуть. Если как бы был выброс, то как бы там должны были резнуться артефакты. Чисто в теории. Так, свои, чужие. По-моему, бандосы. Если красным отбивается. Блин, не видно ни хрена из этого тумана. Вот был бы прицел, и проблем бы не было. Не-не-не, ага, не положил. Зараза. Ладно, сокращаем дистанцию. Блин, да что за... Ты еще зависни, зараза. -1. Где второй? А, второй прилег отдохнуть. И что у вас интересного, господа бандосы? Форт 12? Ну, Форт 12 не интересно. Так. Дробь. Дробь пригодится, остальное нахрен не надо. Сейчас мы тебя кортиком запорим. Запороли. Так. Ну, граната. Ну, тоже как бы ничего интересного. Даже ствола нет. Так, ладно, это возьмем. Да, дропчик с бандитов такое себе. Прям вообще такое себе. Вот там вот, наверху должен быть пузырь. Судя по всему. Но что-то я его не вижу. А, не, вон он висит. Вон он висит. И я прям сразу и определил, где его искать. Так, я здесь я, по-моему, здесь не запрыгну. Да, скорее всего, я здесь не запрыгну. Надо с другой стороны. Ой, блин. Понавесили колючие проволоки. Что там по артефактам нету? Воу-воу-воу. Судя по всему, нема артефактов. Блять, это вообще с той стороны. Ой. Так, где зараза? Я ж слышал. Вот так вот. Один патрон, один труп. Значит, наверх надо лезть. Так, и сюда. Ай, зараза. Ну, залазь уже. Ой, как я люблю, блин, вот эти проходки. В кавычках люблю. И чё я такой голодный? Сразу мгновенно стал. Так. Получить ключ от волка. Отыскать аномальный пузырь. Петля времени, осмотреть АТП. Угу. То есть я типа в прошлое попал, что ли? Ну, судя по всему, да. Если петля времени. Такс.
Мне бы сейчас понять, где я нахожусь. В принципе, я догадываюсь, где я нахожусь. Ну да. Ну, погнали смотреть АТП, блин. Конечно, туманище. Реально Silent Hill. Странно, что аномалий на пути нет. Причем вообще нет. И на АТП народу нет. Свет горит, а людей нету. Да и АТП какое-то странное. Ну, видно из какого-то мода. Никого. Хлебушек можно? О, хлебушек подмотали. Сейчас мы его сразу и сожрем. Ну да, никого. И что у нас здесь? О, Найм прибежал. Еще один синий. Вы что тут делаете? И еще один, трое. Четверо. Так, что ты решил? А, так что ты решил? Не понял вопроса, вы кто? Не прикидывайся дураком, или тебе память отшибла после вчерашнего нашего разговора. Так это, мы сейчас быстро тебе ее восстановим. Да нет, я все помню, просто мне нужно еще немного времени. А у тебя и осталось его совсем немного, часики-то тикают. Я только с ребятами переговорю, я все улажу. Вали отсюда нахрен и помни, что я жду решения. Будет тебе решение, а я мигом вернусь. Осмотреть деревню новичков. Так, пацаны, не стреляйте. Братва, не стреляйте в друг друга. И в меня, в основном. Ну ладно, деревня новичков так деревня новичков. Чё от меня хотят синие, хрен понятно. Интересно, может в этой петле времени у Сидоровича поинтереснее что-нибудь продается? Опа, костер. А возле костра? Никого, да? Никого. Никого возле костра. А жаль. Так. Интересно, в деревне новичков вообще кто-нибудь хоть будет или нет? Ну, он, матюгальник у вояк работает. Но вояк там что-то, я чувствую, нет. Ну, давайте смотреть, что в деревне новичков. 2 человека есть, 3 человека есть. Волчара немає. Так, переговорить со сталкером. Ну, пошли переговаривать. Так, привет, пацаны. Илья Сердцеед. Здоров, фанат, мы уже тебя заждали здесь. А я разве вас звал сюда? Ты чё, с дуба рухнул, что ли? Сам вчера приперся к нам и просил о помощи. Какой помощи? Как, а какой? А то, что наемники были здесь, наезжали на тебя и требовали, чтобы ты со своим молодняком убрался из деревни в 24 часа. Это что, была шутка? Стоп, дружище, я тут в электрическую аномалию угодил случайно. Шарахнуло током так, что память совсем отшибла. Давай все сначала, только все по порядку. Хорошо, давай по порядку. Вчера ты прибежал к нам на свалку, весь взмыленный, рассказал, что приходили к тебе в деревню наемники и выдвинули требования, а именно убраться с молодняком из деревни в 24 часа. Ты говорил, что наемники решили организовать здесь свою базу. Ты приказал всем новичкам зашкериться по подвалам и носа не высовывать, пока вся эта бодяга не закончится. Мы решили помочь тебе. Ты же после разговора усвистел в темную долину. Говорил, что еще пара ребят для защиты деревни не помешает. И вот мы здесь. Твои кореша из темной долины будут. Срок ультиматума практически истек. Понятно, а где волк? Походу у тебя на все 100 баллов память отшибла. Волк недавно получил от одного из проходивших сталкеров какое-то послание. Тут же собрался, схватил ящик с динамитом и ломанулся вглубь зоны. А ты как раз от ранения оклемывался на кордоне. Он и попросил тебя присмотреть за молодняком. Тебе неделю назад еще в руку ранило в последней стычке с бандюками, помнишь? Ни хера не помню, но ситуацию ты мне прояснил. Что будем делать с наемниками? Как что? То, что ты и предлагал, устроим здесь им засаду, порешим их нахрен и дело с концом. Кстати, тут к Сидоровичу какой-то крутой сталкер заявился, ты бы переговорил с ним в плане помощи, может согласиться помочь нам. А я знаю, что это за сталкер, это Шрам.
Судя по всему, да, потому что в чистом небе мы как раз защищали деревню новичков от наемников. Поговорю, а вы давайте, занимайте позиции, наемники могут объявиться в любую минуту, мы должны быть готовы к приему гостей. 100% шрам, вот просто 100%. Стрелок, а ты тут нахрен? Откуда? Слушай, Меченый, ну, как ты, кстати, нам помощь здорово нужна. Так нет, ну Шрам же оборонял деревню новичков. Вроде так. Продолжай. Я фанат, после Волка тут за старшего остался. Вчера приходили несколько наемников. Серьезно, ребята, черт. Пришли и наехали по полной программе. Мол, день вам срока территорию лагеря очистить. Теперь это их база будет. Сегодня они должны прийти опять. Ну и разговором, как ты понимаешь, в этот раз не кончится. Ну и что решили? Мы решили засаду им устроить, потом как в лоб, боюсь, не устоим. Экипированы они что надо, да и тактику боя знают ого-го. А тут мальчишки. В общем, решили засесть тихо по домам, вроде как ушли мы. А как подвернется удачный момент, атаковать. Нам только таких бойцов, как ты, сейчас ой, как не хватает. А после боя сочтемся, за нами не заржавеет. Ну так как, поможешь? Помогу. Предлагаю потратить оставшееся время на подготовку к бою. План такой. Самых зеленых новичков я по домам-подвалам разогнал с приказом носа не высовывать. А то положат пацанов не за хвост собачий. А мы с тобой еще парочка ребят, что посерьезней, займем удобный сектор для обстрела зоны вокруг костра. Как они к костру подойдут, мы и жахнем со всех сторон. Они со стороны моста появятся, думаю, уже скоро. Так что ищи укрытие с хорошим сектором, а по моей команде и начнем. Нет, ну ты, конечно, сам смотри, только на открытом месте. Думаю, уцелеть шансов мало, решай. Хорошо, отлично, ждем этих красавцев. Чувствую, скоро пожалуют. Ну, блин, я точно помню этот квест. Загоняли вот сюда, вот на крышу этого дома. И оттуда можно было лупить наемников. Так. Слушай, думаешь, они тебя не заметят? Меченый, ты немножко, по-моему, головой ударился. Ну, хотя логично, Меченый как бы головой и ударился. В первой части. Так, ну что за заставки? Я как бы спрятаться не успел, господа. Господа, дайте мне спрятаться хоть. Вот они наймы пришли. Ёлки-палки. А, все-таки меня в дом закинуло. 7 человек. Много. Так, я вас видел, господа гуся. Оп. Да ёлки. Нормас. Поговорить с Меченым. Блин, чё они все с МПшками? У них что, деньги закончились? Наемников экипируют хреново. Я не понимаю. Где натовские стволы, блин? Говно какое-то, а не дроп. Не, ну хоть с калашами пару человек есть, я сейчас калаши... О! Хоть у одного натовский ствол, да, оказался? И то. Повезло, так сказать, с 8 патронами. Ну, такое. Так, этих вроде всех я обыскал. Ну, вроде да. Ладно, значит... Ну, блин, его вычинивать, конечно, долбануться. Ой, разряжаем все это дело. Патроны пригодятся. Пистолеты мне как бы нахрен не нужны. Ну, это попробуем продать. Ладно. Ну шо, стрелок, чё скажешь? Приветствую. Да ты страшный человек, Меченый. Лучше тебе на дороге не попадаться. Есть немного. Вот, держи от нас на память. И еще, спасибо тебе громадное за помощь. Спасли мой молодняк, Меченый. Отдаю 2500. Ля, нормально, на 2500 меня обтрусили. И тебе, Меченый. Но тут реально, походу, по сути, наверное, все-таки я путаю, и не Шрам защищал деревню наемников, а Меченый. Вот. То есть, по сути, я сам себе из первой части отдал денег. Ну, нормас. Мне это немножко напоминает, по-моему, во втором Fallout там были случайные встречи, вот. И была одна случайная встреча, короче, когда ты попадаешь в убежище из первого Fallout и ломаешь водяной чип. И то есть, по сути, ты во второй части запускаешь весь сюжет первой части. Типа, если бы ты не сломал, то первой части бы не было. Привет, Сидарюга. Так, есть что-то стоящее. Вот автоматов тебе принес, свеженьких. С наемников только снял. Аж на 3390 денег. Патроны. С патронами что у меня? 30-70. Ну, мало, конечно. Но пистолетные, наверное, стоит продавать. Типа, нахрен они мне нужны все. Только лишнее место и вес занимают. В принципе, они мне не нужны. И таблеток я всегда по одной пачке всех таскаю. Типа, по 2, по 3. Бессмысленно. Так, этих. И одна пачка вот этого осталась. Вроде все. Это не продается. Патроны калаш обычные. Блин, сколько всего отдаю, и 180 патронов. Хорошо. На калаш. Ну, как бы... будет еще, заходи. Здоров, фанат.
Сидорович, объясни мне, что за херня тут творится? На базе бандитов нет, зато какие-то наемники решили устроить в нашей деревне свою базу. Волк куда-то сдриснул вглубь зоны. Я оказывается, был ранен в руку в последней стычке с бандитами. Что происходит, Сидор? Ты что, пьян? Что не так? Все именно так, как ты и толдычишь. Чего тут объяснять нужно? Что не так, Сидорович? Вот мои руки. Ты видишь рану хоть на одной из них? Мы буквально вчера с тобой разговаривали о походе вглубь зоны. Ты предложил мне пройти испытание. Представь, я прыгнул в этот гребаный пузырь. И ты знаешь, ничего со мной не произошло. Обычно телепортация на окраину кордона. После нее я вернулся в деревню, а тут такая херня творится. Ни хера себе. Значит, все, что ты рассказывал, было правдой? Что я тебе рассказывал? Главное не что, главное когда. В сентябре. Тогда, когда ты вернулся спустя пару дней после нашего разговора, о котором ты только что упомянул. А сейчас что, не сентябрь? Фанат, сейчас май, 2012 год на дворе. Парень, ты хочешь сказать, что я, прыгнув в этот пузырь, переместился в будущее? Твою ж мать. Да, Фанат, только будущее это для тебя, а для меня это настоящее. И в моем настоящем много чего нового. Стрелок отключил выжигатель мозгов. Все сталкеры ринулись вглубь зоны, кордон опустел. Сидор, а ничего, что вот там вот стоит стрелок, да? И он подписан как меченый, а не как стрелок. То есть он как бы еще не знает, что он стрелок. Ну, судя по всему. Так, ты хочешь сказать, что я уже не буду первым, кто найдет путь в Припять, минуя выжигатель мозгов, и что все ништяки за меня уже собраны? Мне нужно срочно вернуться в свое время. И вот только с чего ж начать? Тебе нужно идти за мост, на бывшую базу сталкеров. Там ты встретишь, запамятовал его имя. Короче, он подскажет тебе, как вернуться в твое время. А ты откуда это все знаешь? Так ты мне рассказал, ну тогда, в сентябре. Охренеть. Я что-то рассказал тебе в прошлом, которое пригодится мне в будущем, чтобы я смог вернуться из будущего в прошлое. Петля. Ты говори давай, с чем пришел. Сидорович, вот каждый раз хочу тебя спросить, а ты давно тут? А ну это... Расскажи о зоне, слухи. Ну, короче, ничего интересного. Ладно. Сидорюга. Так, выбросить. Не, в принципе, по весу у меня, блин, 17 килограмм только. Поэтому можно что-нибудь и понабирать. Теперь можно достать оружие. Да, спасибо, уже достал. Что-то для мая как-то немножко туманно, как мне кажется. Не слишком майская погодка, мягко говоря. Скорее какая-то осенняя. Да и кордон какой-то слишком пустоват. Где мутанты, где аномалии? А где вообще что? Ну ладно. Пустовато так пустовато, как бы. Не мне жаловаться. Так, мне к мосту надо выйти, да? Судя по всему. Вот она. Ферма. Или как это называется? Элеватор. О, аномалии начали пищать. Значит, аномалия где-то все-таки есть. А что, в будущем артефактов не завезли? Не, в будущем артефактов не завезли. Ну давай, пролазь. На ферме какой-то чувак, которого Сидорович не помнит. Мутно. Интересно, кто там будет? Болотный доктор, наверное, или кто-нибудь в этом роде. Да и тут как-то пустовато. Поговорить со сталкером. Ну это ж этот, как его? Шпала. Привет, сталкер, я фанат из деревни новичков. Привет, я Шпала, сталкер из прошлого. Отлично, ты... А, привет, я Шпала, сталкер из прошлого. Отлично, ты-то мне, наверное, и нужен. Странно. Обычно, когда я говорю, что я сталкер из прошлого, собеседники делают удивленную рожу. Твоя рожа прям расцвела в улыбке. Что здесь смешного? Дело в том, что я тоже из прошлого, и было бы неплохо туда вернуться. Серьезно? И как же тебя угораздило здесь оказаться? Сиганул в пузырь, что возле моста висел Сидорович, попросил проверить одну теорию. А ты? Хе-хе, аналогично. Правда, планы были другие. Собирался в темную долину к торговцу Ашоту сходить. А тут, гляжу, пузырь над мостом висит. Черт дернул меня прыгнуть в него. Сколько ты уже здесь? Недели 2, не меньше. Успел что-то выяснить? Ну, в плане того, как вернуться обратно в прошлое. Тут все, как говорится, 2 новости. Хорошая и плохая. С какой начнем? Ну, начинай с хорошей. На второй день, как я здесь очутился, я встретил одного сталкера, который, так же, как и я, попадал во временной пузырь и смог вернуться обратно в свое время. Он рассказал мне, что в зоне после выброса иногда появляются пузыри, которые просто в какую-то точку телепортируют. Все, что в них, попадает. А иногда зона рождает временные пузыри. И вот тут-то и происходит перемещение во времени. Время сворачивается в петлю, и, соответственно, у петли есть начало и конец. Понятно. Вернее, ни хрена не понятно. Говори нормальным языком.
Здесь в будущем должен быть такой же пузырь, прыгнув в который можно будет вернуться в то время, из которого ты был перемещен сюда. Короче, зона рождает два пузыря. Один в прошлом, один в будущем. Это и есть начало и конец петли. Тот сталкер случайно наткнулся на такой пузырь и вернулся в свое время. Значит, и мы, если отыщем пузырь, вернемся в прошлое. И это хорошая новость. Вот, теперь доходчиво объяснил. А плохая в чем же? А плохая в том, что я за 2 недели сходил весь кордон вдоль и поперек. Я заглянул в каждый дом. Я залезал на каждый чердак. Я много что делал и не нашел пузыря. Единственное место, где я не был, это блокпост военных. Думаю, он там. И туда нам не попасть, гребаные пулеметчики. Ты хоть пробовал? А то, и не раз. Только толку мало. Как только метров на 100 к посту приблизишься, открываю шквальный огонь. Еле ноги унес. Я тоже хочу попробовать. Валяй, советую зайти справа. Там, где речка говнотечка. Я продвинулся аж до трубы и даже за ней переждал первый шквал огня, но дальше продвигаться не стал, нервы сдали. Может, у тебя получится? Если не вернешься через сутки, то я попробую пойти за тобой. Договорились, пойду справа, как ты и советовал. До встречи в прошлом и спасибо тебе за помощь. Ну, раз Сидоровичу потом я эту историю рассказал, то у меня это получится. Речка говнотечка, ну ладно. Говнотечка так говнотечка. А пулеметчики по-любому скриптовые. Вообще, по-хорошему, просто, блин, надыбать сейчас бы прицел на калашников с приближением нормальным. И спокойно бы я этих пулеметчиков поснимал. Но они явно скриптовые. Если бы их можно было поубивать, это было бы слишком просто. Так, речка говнотечка. Я вот не помню, правда, справа от блокпоста какой-то речки. Но с другой стороны, тут кордон слегка переделали, поэтому, наверное, она есть. Скорее всего. Так. Ага, вот она, говнотечка. Ну ладно, пошли. Что еще остается? Фанат-то, блин, из простого помощника волка при помощи мода Ты стал... говори давай, с чем пришел. Матерым сталкерюхой. Ну, проветришься, заходи. Ты чё, это кто, дерево? Почему дерево со мной разговаривает голосом Сидоровича? Я думал, уже опять какая-то катсцена будет. Ё-моё. Пух! Просто на, и все. Охеренно. Охеренно. Тогда, внимание, вопрос, куда мне нужно бежать. Там что-то про трубу говорили, но... Но, по-моему, здесь все не так просто должно быть. Прям на подходе срубили. Ну чего стоишь? Ну, будь здоров. Блин, вот этот голос Сидоровича, я не понимаю, к чему это. Мне с ним надо поговорить. Опять в деревне он никого. То есть такое ощущение, что я не в, типа, как оно называется, не в будущем, а в каком-то альтернативном времени. Ну не просто ж так голос Сидоровича включился, может с ним надо сначала поболтать. Есть что-то стоит? Не, ну у него обычная идеология. Больше ничего. Тогда... Ну, удачной охоты, сталкер. Тогда к чему был голос Сидора? Ладно. Погнали искать эту. И что тут нужно делать? Я просто не вижу ни хрена. Они еще и лупят. То есть, ну вон труба, да? Мне как? Мне за нее надо спрятаться, что ли? Давайте попробуем. Ну, и что дальше делать? Я просто не совсем понимаю. Или, вернее, совсем не понимаю. Впереди химические аномалии. И что делать? Ну... Типа отстрелялись? Не. А как тогда? А как тогда? А что делать?
Да ёптаны. Честно, блин, я не знаю тогда, как здесь пробегать. Я думал, может в трубу надо нырнуть или еще что-нибудь в таком роде. Вау. Да елки-палки. Откуда лупят, я вижу. Вот оттуда. Только чем мне это поможет, я не знаю. Вот оттуда, откуда-то. И хули толку. И в трубу не получается запрыгнуть. А что тогда делать? Блин, я и не знаю, если честно. Пум-пум-пум-пум. Надо думать, надо думать. Подсказок никаких нет. Блин, я не знаю на самом деле, что здесь делать. В трубу надо, наверное, сигануть. Ну, потому что тут труба здесь явно не просто так. Она явно здесь для чего-то. Ну, давайте попробуем. Так оно сразу меня сносит, блин. Каким образом я что-то могу здесь попробовать? Ой, блин, боже. Круто, конечно, только как мне... Ну, давай... Сука! И вот как мне сюда заскочить? Ну, я не понимаю, блядь. Мало того, что они без перезарядки лупят. И буквально меня ваншотят. И вот что с этим всем делать? Я хер его знает. Ой. Даже так умудряются попадать, блядь. Я не знаю. Просто я не знаю. Наверное, надо сделать... Где тут? Ветеран. Меняем на новичок. Просто, чтобы я с одной пульки не умирал. Блядь, не то сделал, зараза. Так. Значит, аптечку. Фонарь выключи. Опции. Меняем на новичок. Ну и надо проскакивать как-то. О, пожалуйста. На новичке спокойно заскочил в трубу. А при этом на ветеране, блин, я умираю с одной пулей. Вот как просто можно умудриться на ветеране это пройти? Я не знаю. Так, вояки бунтуют, ладно. В туннель я заскочил, и что у нас в туннеле? Интересного и хорошего. Идея оказался. В зоне недавно произошел выброс. Типа я вернулся в свое время? Получить ключ от волка, поговорить с Сидоровичем. Ага, типа я вернулся в свое время. Прикольно. Ну я думал, мне нужно как бы... Там же сказали, на блокпосту военных. Я думал, мне туда к блокпосту военных нужно зачем-то рулить. Надо жрать, надо кушать. Очень надо кушать. Привет, Сидорович, я тут хочу кушать. Дайте мне 3 баночки консервов, братан, пожалуйста. Ты не врубаешься? Мне нужно... Да я врубаюсь. Я бы еще консервных банок насобирал, ну и вот это все. Так, здорово, Сидорович. Ты знаешь, что за испытание ты мне устроил? Хрень мне подсунул, а не испытание. Да не ори ты так, говори, что случилось, только спокойно. Хорошо, объясню спокойно. После нашего с тобой последнего, вернее, предпоследнего разговора, я, как ты и говорил, дождался выброса. Как только он закончился, я отыскал этот пузырь у моста. Вот, уже лучше, дальше. Дальше я прыгнул в этот гребаный пузырь. И знаешь, где я ощутился? В будущем. Да не свисти, парень, быть такого не может. Вот хоть свисти, хоть не свисти, Сидорович. Но я несколько часов разговаривал с тобой в будущем, старый перд, купи-продай. Ладно, и как же ты вернулся обратно, но оттуда, из будущего? После нашего с тобой разговора там в будущем я отправился на бывшую базу сталкеров, чтобы переговорить со сталкером Шпалой. Он там же, как и я, только 2 недели назад сиганул в этот пузырь и тоже оказался в будущем. Продолжай. Этот сталкер надоумил меня, как вернуться в свое время, и вот я тут. А ты
откуда узнал, что нужно идти на базу сталкера для встречи с этим, как его, шпалой? Так в будущем ты мне об этом сказал. А я-то откуда это мог знать? Так я ж тебе только что это все рассказывал. Лихо ты завернул, такую петлю времени закрутил, что охренеть можно. Ну что ж, за выполнение задания ставлю 2, а за смекалку 5, железная, люблю смышленых. Так ты что, мне не поверил? Тебе какая разница, поверил я или не поверил? Важно другое, ты явно не герой. Но ума и смекалки тебе не занимать. Будем считать, что испытание ты прошел. Теперь к делу, сходи-ка пока на базу к бандюкам и поговори там с местным барыгой Боровым. Я за тебя замолвлю перед йогой словечко, чтобы тебе сразу башку пару маслини всадили. Поговоришь с Боровым о нужных тебе артефактах. Торговля артефактами — это их конек. Это они вас, безмозглых оленей, постоянно трусят на свалке и имеют все, что вы с трудом вылавливаете из аномалий. Крутые арты у него должны быть. Есть у него небольшой должок передо мной, и я ему об этом напомню, чтобы не ерепенился, а подогнал тебе хабар со скидкой. Но я пока подразмыслю, как тебе ствол и снарягу подобающую достать. Есть у меня задумка, как сыграть свою игру с военными. На этом пока все, займись артами. Как что-то со снарягой наклюнется, я дам тебе знать. Ладно, забудем про пузырь. Думаю, что своими связями и мы со сбором быстро управимся. Оуф. Так, еду я купил. Ну, в принципе, все. Можно рулить к Борову. Но Боров это как бы главарь бандитов. А че он торговец? Ну что ж, Боров так Боров. Ну, давайте проветришься, заходи. сходим к нему, выполним его задание. И, наверное, для серии будет достаточно. Так, что-то у меня тут еще в деревне новичков квест нарисован. Волчара, ты как там? О, Кардан, что ли? Слушай, все вопросы к главному. Выглядит как Кардана, зовут Колян О, Кобра. здорово. Понятно. Давай, фанат, не кашляй. Ты тоже не кашляй, волчара. Сыкло ебаное. Сам меня, блин, отправил в подземелье. Теперь, блин, мне еще бегать эти костюмы доставать. А он там стоит, яйца проветривает. Ой-ой, зараза. Ух ты, мимо. Хм, не долбанула аномалия под жопу. Ну ладно, ладно, ладно. Так, тут меня, господа тяжелой судьбы, в меня сразу стреляли. Как бы. Поэтому ствол лучше убрать. А, они мне не противники. Это хорошо. Ствол твой дулом в землю смотрел. Так, стой, фраер, предупреждаю сразу, пушкой, мля, на базе не махать. С йогой разговаривать вежливо. А то сам знаешь, работа у нас нервная. Что сделаешь не по-нашему, так башку тебе на раз несут. Все понял, мля? Да понял, бля? Что я с вами первый раз, гопота ебаная? Ой, кто это такой вообще? Блин, по-моему, это скин чувака из Call of Duty, не? Соул или как-то так его звали? Тебя как зовут-то? Ты мне тут свои 5 не пихай, я с мутными чуваками не ручкаюсь. Чё хотел, валет? Я с тобой тоже не ручкаюсь, я откуда знаю, может, ты опущенец. Коля кидала, жжёный, да ты шо тут? Все ребята прям честной судьбы. Так, тут еще и 2 торговца. Есть хабар. Так, что думаешь о йоге? Расскажи о себе, Вавилон. Ну, блин, у него тоже особо ничего хорошего. Не, можно тозик, конечно, купить. В принципе, бабки как бы есть. Ну, нахера он мне нужен? Живности я пока тут особо сильно не наблюдаю. Можно проапгрейдить броньку, но типа, если я сейчас костюм военных буду брать, то смысл? Ищешь кого? Боров, что-то у тебя морда стала меньше. Когда я тебя в последний раз в Темной долине видел, ты пожирнее был. Ты мне тут свои 5 не пихай, ну понятно. Я от Сидоровича, мне нужны 2 артефакта, снежинка и пузырь, есть такие? Я в курсе темы, вот только одного не понял, на кой хрен Сидорович решил вложить в тебя свои бабки? Это тебе и не нужно знать, Боров. Ну так что, арты есть? Смотри, тема такая, 2 арта стоят 90 тысяч, ни хера себе, хотя я бы сказал. У тебя, как я понял, бабла нет, раз уж ты обратился к Сидору. Значит так, Сидору я был должен 50 штук. Итого, с тебя 40. Правда, я думаю, что у тебя нищеброда и 5-ки-то нет в кошельке, угадал. Но еще у меня 20-ка как бы есть, там 23. Угадал, у меня нет 40 штук, как будем договариваться? Дай подумать, в общем так, с тебя 5 и выполнишь пару-тройках моих заданий. По рукам, раз у меня есть выбор, конечно, по рукам, говори, что нужно делать.
Расскажу тебе, как было дело. 2 дня назад мы отмечали днюху ворона. Короче, конкретно бухнули. На утро, когда я шары-то продрал, смотрю, автомат-то мой исчез куда-то. Но первым делом я подумал, что наверняка ночью салют устроили в честь именинника. Думал, что где стреляли, там и бросил его. Короче, обыскал всю базу, нет ни хрена. Потом до меня дошло, что кто-то из братков, сука, пока я бухой валялся, наверное, спер его у меня. Спросил у ворона и Вавилона, а мы вместе бухали. Так они сами ни хера не помнят. Автомат приметный, на прикладе резьба ножом имеется. Теперь слушай, что тебе нужно сделать. Первое, найти этого ворюгу. Второе, вытянуть из этой суки информацию, где он спрятал мой ствол. И третье, принести автомат. А уж с этим отморозком я сам разберусь. Все понятно. Понятнее некуда, пойду займусь делом. Так, что у тебя по продаже есть? Ну, у него есть прям арты. Прям хорошие. То есть вот те же мамины бусы. Батарейка на восстановление сил. Вот мне батарейку, чтобы бегать постоянно. Или душа. Но бабла нет, так что Заходи, давай. как припрет. Пойду твой ствол искать, товарищ. Надо поговорить с техником. Ну, пошли поговорим. Здоров, дед. Слышь, перец, тебе не стрёмно одному тут шариться? Здорово, ворон, ты чё такой хмурый? Здоровее, видали, а ты побухай с Бором, тогда и узнаешь. Этот конь, мля, канистру выжжет, и ни хрена не болеет. Больше него только Вавилон может выжать, уже второй день башка трещит. Вот, держи пузырь, чутка накатишь грамм 100, не больше, тебе сразу полегчает. Вот это дело, чё приперся то, явно не оружие чинить собрался. Ты в курсе, что у Борова в ту ночь, когда вы бухали, автомат пропал? Хех, в курсе ли я? Да тут, бля, вся база в курсе. Когда он на базе шмон устроил, то только мертвый его маты не слышал. А что, крутой автомат был? Мой подарок ему на днюху. Автомат я модернизировал немного, увеличил скорострельность процентов на 30, не меньше. Против мутантов отличная штука получилась. Скорострельность выросла и стала круче, чем у пулемета. А вес автомата каким был, таким и остался. 10 штук такой шедевр стоит, не меньше. Да, отличный автомат был. Теперь понятно, почему его сперли. Ты-то сам хоть помнишь что-то? Может, кто заходил к вам во время застолья? Может, кто и заходил, только ни хера не помню. Выпито было много, память отшибла начисто. Пить надо меньше. Ладно, пойду с Вавилоном поговорю. Может, он хоть что-то вспомнит. Ай, да, бухаешь, а потом вот это ни хрена не помнишь. Сейчас реально выручают телефон. Главное эту геолокацию включить. Потом на утро можно посмотреть, где тебя носило по Google картам. Интересная штука, кстати. Рекомендую. Привет, дядя. Что-то ты какой-то серьезный. Походу на легавого похож. Я от Борова. Знаю, что вы на днях хорошо бухнули. Я знаю, что у Борова пропал автомат. Ничего не хочешь рассказать? А что тут рассказывать? Бухнули мы так, как обычно бухаем. Пока рука стакан держит, то из-за стола никто не встает. Короче, выпили, за жизнь перетерли. Все как всегда. Ночью салют в честь ворона планировали. Правда, был салют или нет, я уже не помню. Срубило меня. Ну вот зачем нужно было так нажираться? Вон ворон тоже ни хрена не помнит. Вы чё, в тот день решили выпить все, что имеется жидкое состояние на базе? Ты еще поучи меня, Салабон, как водку пить, мля. Хотел нажраться и нажрался. Зато душу отвел, как говорится. А что до ворона, то может он ничего и не помнит, а может просто не хочет помнить, как он разосрался с Боровым из-за этого гребаного автомата. Боров, конечно, тоже перегнул немного. Начал учить ворона, какие лучше апгрейды на автомат нужно делать. И это ему не все, и все ему не то. Автомат, видите ли, сильно задирает при стрельбе. Короче, поспорили они чутка, ну да ладно. Вавилон, ты ж всех тут знаешь. Ведь все у тебя к тебе с хабаром ходят. Включай мозг. Мысли есть, кто мог спереть автомат у Борова? Да хоть кто. Если что плохо лежит, то ведь сам Бог велел поднять. Хотя есть у меня на примете один пацанчик, который мог это дело провернуть. Он за бабло кого угодно продаст, очень жадный по натуре. Как раз в тот вечер он на базу заходил, сидел тут у костерка и анекдоты травил. Кликуха у него соответствующая, жматяра. Так, это уже что-то. Напрягай дальше свой крохотный мозг. Глядишь, еще что-то прояснится. Что было дальше? На этом все, дознаватель хренов. А дальше мы бухать пошли с парнями. На утро автомат пропал. И где этот жматяра сейчас? А хрен его знает, только поутру его уже не было. Видимо, с утра пораньше с базу отвалил. Остальные пацаны вроде все на месте. Только он один сдриснул. На этом все, дружок. Мне заказ срочный на пушку уже как 3 дня пришел. Не до разговоров мне. Ладно, проверю твою версию. Пойду с часовым поговорю. Может, он что-то видел. Для бандосов нехилая, блин, у них экипировка. Да, чувак, продай протекту, а? Вот мне она прям нужна. Дам дорого. 20 тысяч там. Слышь, тут другой чувак стоял, я помню, с Хайером. Ты-то что тут делаешь? Что ты выглядишь не как бандос вообще, причем? Вован, здоров, фраер, если по делу базарь, нет, греби куда греб. Пока.
Не понял, так я вот, это ж часовой. Расскажи мне о зоне. А с кем туда разговаривать-то надо? Поговорить часовой, может, с тобой? Нет. Кресты просто. Чёт я не понял. Да подсакуй щедрую. Ну ты... Чем раньше занимался, да как поди ты поддался. Раньше я сталкерил, ну, понятно. Чем занимаешься в зоне? А с кем тогда нужно разговаривать? Чё-то я не врубаюсь. Ты чё такой задумчивый? Проблемы? Ну, блин, это не квест. Ну, часовой есть. Часовой есть, а... Поговорить с валетом. Ну и где этот вафлет? В баре, что ли? Так, вафлет, ты тут? Вот он, вафлет. О, сталкер, что надо? Валет, у меня к тебе есть пару вопросов, не возражаешь? Не видишь, вообще-то отдыхаю. Ладно, давай, балабой, но только покороче. Короче, некуда. Меня интересует жмотяра. А точнее, видел ли ты, как он дня 2 назад уходил с базы? Ну, после той ночи, когда Боров с Вавилоном и Вороном днюху праздновали. Было дело, припоминаю. Братки гужбанили по полной программе. Жаль, до салюта не дошло. Вернее, организовать салют уже было некому. Это я без тебя уже знаю. Ты мне скажи, во сколько жмотяра с базы свалил? Часика так в 4 утра, наверное. Помню, что мы еще с ним побазарили немного за жизнь, но потом он и свалил. Какое оружие при нем было? Валет, давай, напрягай мозги. Эх, бабу бы. Так это, брателло, за мои мозги не беспокойся. Приголубил бы Смотри, любую. как бы тут твои по полу Лишь не бы всё размазались. нужное на месте Ладно, было. ладно, извини, погорячился. Просто мне важно знать, с каким оружием он ушел с базы. Икс, таким же, с кем и пришел, Винчестер. Он постоянно с ним таскается по зоне. Любит он это говно. Хрень, короче, а не ружьем. По мне, лучше автомата ничего нет. А если ворону бабла отсыпать, так он тебе такой шедевр забабахает, что ссать кипятком будешь от радости. Мне вот больше всего МП5 нравится. Легкий и удобный. Я себе такой уже прикупил. Осталось только проапгрейдить его по полной программе. Ничего, ничего. Мне только еще одно дельце провернуть, и бабки сразу на апгрейд будут. И я с радостью свалю с этой гребаной базы. Задрало уже полгода в дозоре стоять. В зону хочу. Буду вас лохов-сталкеров на бабки трясти. Ничего, не то, ничего. Недолго ждать осталось. Валет, все это, конечно, интересно, но не говорил ли тебе жмотяра, куда он направляется? Почему не говорил? Говорил. Выброс был недавно. Вот он и пошел в зону собирать арти, выговоришь, хрен. Арфефакты. Вот, сталкером, понимаешь, мля, заделался. А куда конкретно пошел? А у него два любимых места. О, мля, вроде отпустила. Первое, это аномалия на западе кордона. Там он как-то медузу поднять смог. Хвастался потом неделю, не меньше. Второе, это на северо-востоке за ЖД путями стоянка сталкеров. А рядом аномалии. Там он когда-то кровь камня раздобыл. Вот к одному из них он и пошел, ну я так думаю. Да еще говорил, что друган его туда же подвалит. Мол, так, ни хрена не отпустила. Если аномалии будут засасывать одного из них, то другой придет на помощь и вытянет первого. Вот такая херня. Спасибо за инфу, Валет. Все, больше не буду мешать твоему, так сказать, отдыху. Переговорить с Боровым. Ну, давай. Короче, Боров, я тут перетер с братками твою проблему, и у меня на примете пока есть только один чувачела, который мог свистнуть твой автомат. Ищет, то считай, их И здесь кто это? выдают. Жмотяра, знаешь такого? Жмотяра, конечно, знаю. Тот еще перец, мля, почему так решил? Наводку на него мне дал Вавилон. Охарактеризовал-ка чувака, который за бабки чуть ли не мать родную продаст. А уж вас, братков, кинуть сам Бог велел. А часовой Валет подтвердил, что Жмотяра в 4 утра, пока вы все там тут бухие штиблем лежали, свалил с базы. Остальные пацаны на базе как сидели, так и сидят. Никто не сдриснул. Думаю, что это он. Неплохо, советую тебе переговорить со вторым часовым. Мало ли что, вдруг он что-то видел или слышал, что Валет мог и просвистеть. Копай глубже, если хочешь получить свои арты. Все, на этом базар окончен. И тебе, чё мент, копай глубже. Как могу, так и копаю. Могу копаю, могу не копаю. Копатели. Здорово. Ёханый бабай, человек, я уж думал шмалять, да ты не боись. Побухтим просто, без тяжких телесных. Здорово, Вован, пару минут уделить можешь? Ты чё, слепой, не видишь, что ли, я на посту? Чё надо-то? Вован, пару дней назад сюда захаживал жмотяра. Ты не помнишь, как он уходил с базы? Почему не помню? Помню. Часиков 6 утра было или 7. Короче, пацаны еще все спят. А он, смотрю, идет по базе. Упакован по полной программе. Сразу видно, что в зону собрался. Вован, ты чё не путаешь? Точно в 6 утра, не раньше? Ты чё, фраер, меня за дебила, что ли, держишь? Сказал же в 6 или в 7. Точно не помню, но никак не раньше. Зуб даю. Хорошо, хорошо, Вован. Оружие при нем какое было?
Автомат на плече висел, АК-74. А это тебе зачем? Да так просто спросил. Ты не знаешь, куда он направился? Куда? В зону, а конкретно на свалку подался. Вас, лохов, сталкеров трясти. Понятно, вопросов больше нет. Попробую найти жмотяру. Пока, Вован. Ну и шо? Один меня отправил к аномалиям, другой меня отправил, блин, на свалку, да? Здесь понятно. Ну тогда рулим к аномальной зоне, наверное. В одну аномальную зону, потом во вторую аномальную зону. И если там их не будет, то на свалке. Ну, других вариантов нет. Но это будет уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите, ребят. Спасибо, что оставляете комментарии. Спасибо, что лайкаете. На этом прощаюсь. Следующая серия завтра. Как всегда, Морж. Как всегда. Пока. Пока.